Всем моим зрителям огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео я вам расскажу 50 фактов об Израиле, чтобы познакомить вас с этой удивительной и необычной страной поближе. Израиль – это единственное в мире еврейское государство. В Израиле живет чуть больше 8 миллионов человек, что примерно равно населению Нью-Йорка и в 1,5 раза меньше населения Москвы. Из этих 8 миллионов человек 75% евреи, 20% арабы и 5% национальные меньшинства, такие как друзы, черкесы, армяне и многие-многие другие. Территория Израиля немного больше 20 тысяч километров, что в 2 раза меньше Московской области и в 1,5 раза меньше Одесской. Больше половины территории Израиля занимает пустыня Негев. Израиль омывается 3 морями – Средиземным, Мертвым и Красным. Но израильтяне считают, что в Израиле 4 моря и называют крупнейшее в стране озеро Кенерет Ям-Кенерет, что значит море Кенерет или Галилейское море. Хотя, если быть честными, то Мертвое море по сути морем тоже не является. Как и Кенерет, это озеро, хоть и очень соленое. Кстати, в Израиле его называют Соленое море. Побережье Мертвого моря расположено на 423 метра ниже уровня моря, что делает это место самым низким участком суши на земле. Столицей государства Израиль является Иерусалим, а не Тель-Авив, как многие считают. Тель-Авив является индустриальным, экономическим, молодежным центром страны, но не столицей. Кстати, Тель-Авив признан самым дорогим городом на Ближнем Востоке, но в то же время в Израиле самый высокий средний уровень жизни на Ближнем Востоке. Государственными языками Израиля являются иврит и арабский. В отличие от большинства языков, иврит, как в общем-то и арабский, пишется справа налево. Несмотря на то, что иврит на первый взгляд кажется очень сложным языком, на самом деле он относительно простой и очень логичный. При желании разговорным ивритом можно овладеть всего лишь за полгода. Иврит – это единственный в мире возрожденный язык, считавшийся исключительно книжным в течение почти 2000 лет и ставший государственным языком и языком повседневного общения. А что касается русского языка, 20% жителей Израиля владеют русским языком в совершенстве. А вы знаете, что большинство арабских и мусульманских стран, а также КНДР, не признают государство Израиль? Ирак, Иран, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия и Йемен являются для Израиля вражескими государствами, и израильтянам запрещено посещение этих стран даже по загранпаспорту другой страны. В дополнение к этому, если в вашем загранпаспорте есть отметка о посещении Израиля, вас не пустят в Иран, Кувейт, Ливан, Ливию, Саудовскую Аравию, Судан, Сирию и Йемен. Зато обладатели израильского загранпаспорта Даркона имеют право на безвизовый въезд в более чем половину стран мира. А вы знаете, что в 1952 году Альберту Эйнштейну поступило предложение стать вторым президентом Израиля, от которого ученый отказался, сославшись на отсутствие опыта в политических делах. Когда в 1969 году Голда Меир была избрана премьер-министром Израиля, она стала второй женщиной в мировой истории, которую избрали на должность лидера страны. Израиль – это единственная страна на Ближнем Востоке, где женщины имеют равные права с мужчинами, и так было со дня основания государства Израиль в 1948 году. Израиль занимает 1-е место в мире по количеству компьютеров на душу населения и 2-е место по количеству IT-компаний, уступая только США. А вы знаете, что микропроцессоры Pentium 4 и Centrino были полностью разработаны в Израиле? А также флешка, Аська, приложение Waze и многое-многое другое. Кстати, помидоры черри, какими мы их знаем, тоже были изобретены в Израиле. Израиль входит в 1-ю тройку крупнейших экспортеров черной икры, хотя большая часть израильской черной икры в Израиле не продается, потому что она является некошерной. В Израиле запрещен импорт свинины. Вся свинина, которая здесь продается, она здесь и произведена. Да, свинина в Израиле достаточно популярный продукт, несмотря на то, что она некошерная. А, кстати, израильские коровы являются мировыми рекордсменами по надоям молока. Средний показатель на корову – почти 12 тысяч литров молока в год. А еще в Израиле есть кошерный и некошерный Макдональдс. Вывеска некошерного Макдональдса привычного нам красного цвета, а вывеска кошерного – голубого. А вы знаете, что если вам от 18 и до 26 лет, и у вас есть еврейские корни,
Вы имеете право на бесплатное 10-дневное путешествие по Израилю в рамках программы «Таглит». Все подробности о том, как записаться на программу, вы можете найти в описании к видео, а также в моих группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Израильская медицина считается одной из самых лучших в мире. Самый высокий процент излечения больных раковыми заболеваниями отмечен именно здесь. А еще Израиль входит в первую десятку стран мира по средней продолжительности жизни – 81,5 год. Израиль – это страна многодетных семей. В религиозных семьях в среднем 5-7 детей, а общий средний показатель на семью – 3 ребенка. В Израиле существует только религиозный брак, и пожениться в Израиле могут только представители одной религии. То есть еврей может жениться только на еврейке, и наоборот. Но Израиль признает браки, заключенные за границей, так что представителям разных религий и тем, кто не хочет заключать религиозный брак, приходится жениться за границей. Чаще всего такие пары ездят в Прагу или на Кипр. Похожим образом дело обстоит и с однополыми браками. В Израиле они запрещены, но Верховный суд Израиля признает однополые браки, заключенные за границей. Неделя в Израиле начинается с воскресенья. Да, вы не ослышались, воскресенье – это первый рабочий день. Более 90% израильских домов используют солнечную энергию для нагрева воды. Это больше, чем где-либо в мире. Международный израильский аэропорт Бен-Гурион признан самым безопасным аэропортом в мире, а израильская авиакомпания Эль-Аль имеет репутацию одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Почти все ее летчики – бывшие офицеры ВВС Израиля. В Израиле самое большое количество музеев на душу населения, больше, чем в любой другой стране мира. Израиль выигрывал Евровидение 3 раза, и последний раз в 1998 году победу Израилю принесла всемирно известная певица трансгендер Dana International с песней «Дива». Поделитесь этим видео, чтобы познакомить своих друзей с Израилем, и не забывайте поставить лайк, мне будет очень приятно. Огромное спасибо за просмотр, пока-пока!